Всем привет! Сегодня на обзоре будет вот такой пылесос. Это модель Shenzhou Z1. В интернете везде пишут, что этот производитель входит в концерн Xiaomi. Хрен знает, насколько это правда, насколько нет. Данный пылесос шел ко мне больше 3 месяцев из-за безалаберности продавца и транспортной компании, поэтому это, наверное, долгожданная покупка. И, наверное, самое... в принципе, расскажу об этом чуть позже. В комплекте сам пылесос. Простенькая инструкция, насадка такого типа, Type-C кабель и насадка такого типа. Первое, на что я обратил бы внимание, это интересный дизайн и, наверное, одна из самых удобных фич — это возможность зарядки через разъем Type-C. В передней части есть крышка, которая закрывает основную часть пылесоса. Достаточно плотная, используется еще как подставка, она, естественно, хранится. Передняя часть снимается простым поворотом. Здесь как раз есть подсказка передней панельки. Просто поворачиваете ее в правую сторону и вынимаете. Основная часть двигателя и фильтр. Также на нем есть фонарик. Включается, ну и сама колба для мусора. Она немножко пыльная, потому что я уже пользовался. И в принципе все выглядит добротно, качественно, каких-то таких визуальных проблем и какого-то дешевизны тут не видно. Но, несмотря на все плюсы, собственно, все плюсы на этом и заканчиваются в виде дизайна и зарядки Type-C. Перейдем к минусам. Это, наверное, самое большое разочарование среди всех покупок, которые я сделал, наверное, за последний год. Это бессмысленное приобретение. Ну, наверное, только имеет смысл для людей, кто приобретает для сбора, вот, например, с плоских поверхностей, как стол, например, либо линолеум какой-нибудь, ламинат. И ни в коем случае не подойдет он для сбора пыли, песка, коврах или либо на ковре в машине, например. Ну, потому что вы будете тратить столько времени на это и бессмысленно. Еще такие небольшие минусы в общую копилку. Первый раз начал использовать вот эту щетку, передняя наклейка, вот эта, она тупо оторвалась, то есть то ли ее не приклеили, то ли еще что, непонятно. Но больше среди этих двух насадок меня разочаровало вот это. Несмотря на то, что я возлагал на нее большие надежды, она, к сожалению, по сути не оправдала вообще ничего. Потому что вот этот крепеж, который здесь есть, он вообще не держит ни хрена. То есть ты когда пытаешься что-то убрать и нажимаешь на ковер, он нажимается по таким углом, и он автоматом съезжает. То есть в итоге получается вот в таком виде. То есть ты упираешься в ковер вот этой частью, и вместо того, чтобы работала щетка, вот это, ты просто водишь ее вот так вот, и никакого результата нет. То есть если и приходится либо рукой поддерживать, ну, наверное, более эффективно даже было бы просто взять обычный веник, либо щетку какую-то и вычесать. В разы было бы удобнее. Еще одним из самых гигантских минусов, которые есть в этом пылесосе, это вот этот фильтр. Связано это с тем, что когда он забивается мелкой пылью, он напрочь убивает всю силу всасывания. То есть эта моделька и так слабенькая, а вот если вот фильтр забивается, то все, короче, это вообще просто смерть. То есть пока не почистите, он вообще ничего всасывать не будет. Поэтому тут вы столкнетесь с той проблемой, с которой я столкнулся. То есть когда пылесосит пыль, либо мелкий песок, он забивается в эти соты, которые вот в сетке. И пылесосить получается вообще нереально. Ни при каких условиях, не важно, сколько времени вы потратите. При этом единственный вариант для решения этой проблемы — это исключительно только чистка этого фильтра. То есть вынимаете, стучите его, там что-то твердое, чтобы продуваете, и все. То есть другого варианта нет, иначе так и будете сидеть, колупаться и ничего не делать. Так он хоть чуть-чуть собирает, в итоге нет. Как итог, если вы собираете что-то такое более-менее крупное, то есть там рис, например, крупа какая-то, что является больше по размерам, чем вот эти соты в фильтре, то в принципе нормально. Рисособиралка, так сказать, бюджетная. Во всех остальных случаях, наверное, оно того не стоит. То есть смысла брать такой пылесос, на мой взгляд, не было лично для меня, и чисто для меня это просто выброшенные деньги. Далее будет продемонстрирован видеоролик, как я мучился с этим пылесосом для того, чтобы попробовать почистить ковер в автомобиле. Это не самое веселое занятие, которое у меня было. И, наверное,
Оставлю этот пылесос чисто для того, чтобы убирать какие-то вещи в доме, которые просыпятся на пол. А для уборки в машине буду использовать какие-то более профессиональные решения, либо решения на автомойках. Потому что с этим пылесосом вы весь день проколупаетесь и ничего толком не почистите. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Модель достаточно слабенькая. То есть это вот младшая серия. Как раз сейчас проверим, как он пылесосит. Так. Супер насадка уже отвалилась. Маленькая, тут наклеена была. А такая штука, она уже отклеилась. Вот как так? Новый пылесос. Типа. Надеюсь, так и должно быть. А что там? Да, там все должно быть.
Как чистить? Ёперный, блин. То есть буквально за пару минут, там 2-3 минуты чистки, ну вообще ни о чем. То есть это вот, ну, конечно, с ковров, ну, ковры чистить этим пылесосом — это боль. С каких-нибудь плоских поверхностей нормально. Хочется туда внутрь залезть, а нельзя. Ну, можно. Вон туда. Ничего не пылесосит. Да. Ковер чистить — это, конечно, боль. Проще заехать на какую-нибудь мойку, где пылесос есть, и пропылесосить. Проблематично именно процедуру, поэтому вот так было. Ну вот такой вот. Результат. Буквально там минуты 3 я колобродил, и Хрен знает, есть какой результат, нет. Но аккумулятор сдох, поэтому пока на зарядке.